Приветствую, друзья! Экшн-камера Xenon AX8 с AliExpress, или как их еще называют, спортивная видеокамера. Как всегда, сначала быстро распакую и сразу пойду снимать. По комплектации и техническим параметрам пройдемся после тестовых съемок камеры. Цена зависит от комплектации камеры. Актуальную цену смотрите на AliExpress, ссылку я оставлю в описании под видео. Коротко, на что я купился, когда заказывал именно Xenon AX8. У камеры есть электронный стабилизатор изображения, аж по 6 осям. И то, что камера снимает реальные 4К разрешение 60 кадров в секунду. Дабы в этом не было сомнения, продублировано надписью на самой камере. Так как YouTube может резать качество, в том числе если не очень скоростное соединение, то все видео и фотоматериалы, которые сниму для теста, загружу в облако и дам ссылку на скачивание в описании под видео. Камера снимает в довольно большом диапазоне режимов. 4К 60 кадров в секунду, 4К 30 кадров в секунду, 2К 60 кадров в секунду, 2К 30 кадров в секунду, Full HD 120 кадров в секунду, Full HD 60 кадров в секунду, Full HD 30 кадров в секунду, HD 240 кадров в секунду, HD 120 кадров в секунду, HD 60 кадров в секунду. В видео покажу три топовых режима: 4К 60 кадров в секунду, Full HD 120 кадров в секунду и HD 240 кадров в секунду. Так-то сниму во всех режимах. Их оценить сможете, скачав образцы из облака. Поехали снимать. Сделаем по 20 секунд видео каждого режима. Проверим детализацию камеры. Очень хорошо проверять на цветах. Также хорошо видна детализация на брызгах воды. Проверим, как работает электронная стабилизация. Ну, понятно, если у вас вот такая вот тряска, то компенсации особой там не может быть. Но если тряска в пределах разумного, то она должна что-то вытянуть. Закрепим камеру на руле велосипеда, прокатимся по лесной дорожке без стабилизации и с включенной стабилизацией и сравним эти кадры. Дорожка с ухабами, с корнями, все как мы любим. Да, стабилизация работает и даже ощутимо гасит тряску. Сделаем тест на улице, вымощенной булыжником. Да, шестиосевая стабилизация дает о себе знать. Тряска почти полностью гасится. Xenon AX8 выполнена в водозащитном корпусе. Дополнительный аквабокс не нужен. Можете снимать в дождь, в воде и даже под водой. У камеры есть еще встроенные режимы видеоэффектов. Это нормальный видеорежим. Это BW, означает Black and White, черно-белый. Natural. Негативы. Warm. Brightness контраст. На мой взгляд, самый интересный режим Natural. Он дает киношную картинку.
Проверим, сколько времени камера может непрерывно снимать после полной зарядки аккумулятора. Давайте посмотрим, что он поназаписывал. Так, ну в первую очередь, что я вижу, он разбивает видео на файлы, хотя видео писалось непрерывно. Ладно, общее время сколько у нас вышло, в первую очередь глянем. Получилось, что он непрерывно пишет 1 час 49 минут 51 секунду. В режиме 4К 60 кадров в секунду получилось 13 файлов. Общим объемом 49,2 гигабайта. Пишет он в формате QuickTime Video. Это расширение MOV. В среднем каждый файл по 9, где-то вот по 8 минут. Глянем техническую информацию. Так, ну вот продолжительность, да, 9 минут. Это расширение 4К. Скорость передачи данных, частота кадров 60 кадров в секунду. Техническая информация аудиозаписи. 127 килобит в секунду, 2 канала стерео и частота дискретизации 48 килогерц. Я зарядил аккумулятор по новой и снял еще в режиме Full HD 60 кадров в секунду. Количество файлов он уменьшил, но увеличил время записи. В среднем где-то по 21 минуте. Общий объем вышел 28 гигабайт. Время записи 1 час 54 минуты 13 секунд. Зарядил по новой аккумулятор и снял в режиме HD 60 кадров в секунду. Здесь он опять уменьшил количество файлов, но увеличил время файлов. Вот 37 минут, 35 минут. Общий объем вышел 12,8 гигабайт и по времени 1 час 58 минут 12 секунд. Проверим, как пишет звук во встроенный микрофон. Я сейчас нахожусь на расстоянии 1 метра от камеры. Ну, отойду давайте на пару метров, как слышно. Ну, отойду где-то на 3 метра, как слышно. Ну, на дальнее расстояние уже больше нет смысла отходить. Если мы общаемся в камеру, то, в принципе, это близко. Если куда-то подальше надо отходить, тогда уже надо пользоваться встроенными микрофонами, проводными или беспроводными. Помимо обычного режима записи, в камере можно включить подавление шума ветра. Это надо включать отдельно. Дополнительно у камеры есть фоторежим. Теперь про саму камеру. Ну что, в первую очередь, по ощущениям. Она такая тяжелая, солидная. Чувствуется, что вещь. Корпус обрезиненный. И, как я уже упоминал, он водозащитный. Погружать воду можно до 5 метров глубиной. Если хотите глубже, тогда нужно использовать специальный аквабокс. В нем можете до 40 метров погружаться. У камеры 2 экрана. Передний 1,4 дюйма, задний 2-дюймовый. Объектив широкоформатный. Фокусное расстояние от 2,5 до 2,6 мм. Угол съемки, соответственно, 155 градусов и 170. На 170 он снимает в рыбьем глазе, 155 градусов без искажения снимает. Процессор iCatch V39. Матрица Sony IMX078, 12 мегапикселей. В верхней части у нас 2 кнопки, моды, режимы и кнопка включения записи. Снизу у нас резьбовое отверстие под штатив. Рядом отсек для батареи. Батарея 1350 мАч. И слот для microSD карты. Карты поддерживаются до 128 гигабайт, но рекомендуют 64 гигабайта использовать почему-то. С торца у нас кнопка включения-выключения. С другого торца динамик. И отсек, кстати, открывается все очень довольно трудно, потому что, видите, это все водозащитное, плотно прилегает. Здесь у нас разъемы microUSB и mini-HDMI. Через microUSB мы заряжаем камеру, подключаем ее к компьютеру, чтобы скинуть накопленные материалы, либо использовать камеру как веб-камеру. Еще через microUSB можно подключить внешний микрофон. У меня, к сожалению, его нету, но его можно заказать в одной из комплектаций камеры. Ну и мини-HDMI, это можно выводить изображение через специальный кабель на телевизор, монитор.
Давайте пройдемся по меню камеры. Включаем камеру. Так, сразу же, это же клавиши включения, мы можем перейти в режим Wi-Fi. То есть камера будет раздавать Wi-Fi. Коротким нажатием включаем. Предварительно на смартфон устанавливаем приложение iSmart DV2. В инструкции есть QR-код на это приложение, либо можете найти его в поиске самостоятельно. Далее в сетях Wi-Fi находим экшн-камеру и подключаемся к ней. Приложение появилось, что с ней связано. Теперь то, что видит камера, мы видим в нашем приложении. Радиус действия Wi-Fi 50 метров. Теперь можем включать запись со смартфона. Вот индикатор, который сигнализирует, что идет запись. Ну, соответственно, выключать ее. И доступны многие пункты меню, которые есть на камере. Отключаемся от Wi-Fi, вот нажав крестик. Также запись видеокамеры можно запустить с пульта. Он заказывается опционально. Вот, включаем запись. Выключаем. Также можно отдельной кнопкой делать фото. Пульт обрезиненный, водозащитный. Заряжается от micro-USB. Ремешок силиконовый. Можно надеть на руку. Радиус действия 10 метров. Кстати, ради интереса, через стену включит его или нет, давайте проверим. Зашли за стену, включаем. Пошли смотреть. Да, пошла запись, то есть он через стену берет. По умолчанию меню на английском языке. Зайдя в настройки, можем сразу переставить язык. На экране мы видим отображение значков режимов. Это значит, у нас видео режим сейчас стоит. Это индикатор, сколько мы записали. Это сколько мы можем записать часов. Включен либо выключен микрофон, уровень заряда батареи, клавиши приближения, отдаления, переход в режим просмотра, режим видеозаписи и настройки. Нажав на режим просмотра, можем посмотреть, что мы записали. Клавиши возвращаемся обратно. Это дополнительные режимы, которые можно делать. Обычная запись, циклическая запись. Это таймслапс, так называемый. Это slow-mo съемка, это fast съемка быстрая. И продублированный переход на Wi-Fi. То есть можно не клавиши нажимать, а перейти в него через меню. Перейдя в режим настроек, первое, что это мы можем изменять режимы записи. Здесь выбираем разрешение и кадры в секунду. Запись, либо ограниченные файлы, либо неограниченные. Близко открыто это соответствует off и on. Off это близко, one это открыто, включено. Компенсация экспозиции, если у вас темно или наоборот светло, можете понижать, повышать яркость, смещаясь. Антивстряска это вот режим ES. Давайте его включим. И тогда на экране появляется значок, что у нас режим стабилизации электронный. Режим электронной стабилизации работает не на всех режимах видеосъемки. Например, если вы выставите самый большой FPS, то этот пункт будет заглушен, его просто не будет видно. Уменьшение шума ветра, это как я показывал, типа антизадувка микрофона. Открыт, закрыт. Миттерин, надеюсь, правильно произнес. Тут же, не дай бог, не так по-английски слово произнесешь, совсем овном сожрут в комментариях. Это режим измерения экспозиции. Мульти. Это берется экспозиция по всему кадру. Вот все, что мы видим в кадре, светлые участки, темные участки. Берется усредненный баланс и таким образом выстраивается освещение кадра. Центр. Соответственно, берется какая-то вот центральная часть экспозиции и по ней уже выстраивается баланс. Спот. Это берется просто одна точка и за счет этой точки выстраивается экспозиция. Водяной знак. Это значит, видео будет отображаться либо дата, либо время, что вы хотите. Да? Теперь общие режимы камеры. Оптическая частота, это сколько экран воспроизводит, там можно 50-60 поставить. Настройка звука, это системные звуки камеры. Например, если вы включили запись, она блямкнет вам сигналом. Также можно включить-отключить, если вы просматриваете видео на камере, будет ли звук.
Так, баланс белого. Это дополнительный режим, вы можете выставлять автоматически, если очень ярко солнечно, тогда его выставлять. Пасмурный день. Режим выставления даты и времени на камере. Режим инверсии. Защита экрана. Здесь выставляется время, через сколько может отключаться экран, если бездействует камера. Тайм-аут отключения, через сколько камера отключается, если вообще бездействует. Загрузочное видео. Это может работать камера в режиме регистратора. То есть его включаем. И у нас, видите, появилась в углу машинка. И мы можем ехать в автомобиле и все снимать. Чем отличается, конечно, от простых режимов видео, я затрудняюсь вам пока сказать. И информация о системе. Можем скинуть все настройки, вернуться к заводским. Общая информация о системе. И информация о карточке microSD, которая у нас вставлена. По внутреннему меню у нас все. Давайте теперь по клавишам управления. Долгим удержанием клавиш моды мы переключаемся на передний экран. Также долгим удержанием возвращаемся обратно на главный экран. Коротким нажатием клавиши моды мы переходим в режим. И клавиши съемки делаем, например, фотографию. Следующим нажатием мы переходим в меню. Можем воспроизвести то, что мы наснимали. Ну и продублированы настройки видео и настройки фото. Так, настройки фото я вам не показывал. Но здесь, в принципе, практически то же самое, что и с видео. Выставляется разрешение, выставляется ISO. Можно автоматически, можно прибавлять в зависимости от освещения. Ну и также компенсация экспозиции. Ну и дату, время можно ставить. Собственно, по меню все. Теперь давайте по комплектации. Аквабокс позволяет погружать камеру под воду на глубину 40 метров. Пульт дистанционного управления. Как работал, вы уже видели. Инструкция. Почему-то модель камеры немножко другая здесь. На английском языке. С цветными картинками. Все понятно. Держатель для салазок. Сзади, если оторвать бумажку, то ее можно куда-нибудь приклеить, там будет клей. Подсоединив такой переходник, мы можем сюда уже подсоединить камеру и где-то ее закрепить. И регулировать угол наклона. Переходник на штатив с резьбой и на крепление камеры, например, в аквабоксе. Ну, естественно, вот это надо снять, и тогда можно камеру закрепить таким образом. Дополнительное крепление, одно немного удлиненное. Крепление на трубу. Еще одно крепление. Да, таких получается у нас 2 штуки. Кабель micro-USB, USB для зарядки камеры и для пульта управления наручного. Тряпочка для протирки объективов и экранчиков. Дополнительные двухсторонние скотчи. Еще одна колодка для крепления камеры. У нее есть внутри резьбовое отверстие. По всей видимости, если снять эту клейкую часть, то ее можно закрепить на резьбу. Тросик, по всей видимости, страховочный. Если вы где-то поставили камеру, чтобы она не упала, можно ее как-то там, не знаю, либо на ветку зацепить и к самой камере. Ну и для этого, наверное, служат стяжки. Комплект пластиковые. Также есть ремешки для липучек для дополнительного крепления камеры. И ремни 2 штуки. Можно, к примеру, камеру на руку надеть.
предварительно пропустив ремень через колодку. Камера за свои деньги хорошая. Есть стабилизация, видео снимает с большим FPS, корпус водозащитный. Можно снимать в дождь и даже под водой. Где найти экшн-камеру Xnon AX8 на AliExpress, ссылку оставлю в описании под видео. Спасибо за просмотр. Удачи! И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.